Глава 13. Время собирать камни, то есть артефакты. Отправив гоблинов с военными трофеями и личными подарками от герцога восвояси, уже знал, что в следующий раз их будет гораздо больше. Нашел своего связного гоблина Яркая, вполне себе живого и здорового. Почти в самом начале битвы тому прилетел удар палицей по голове, благо гоблин был в шлеме. Удар, сотрясение, и на этом великие деяния Яркая на поле битвы закончились. Пришел в себя он уже в палатке лекарей. Посочувствовав его горю, отдал ожерелье телепатии, заверив гоблина, что у того еще будет возможность покрыть себя славой, что будут еще сражения и битвы. Гоблины ушли с обещаниями вернуться. Прошло еще какое-то время, прежде чем герцог подавил оставшиеся очаги сопротивления мятежников. Хоть таких и было немного, но они дрались за свои владения с упорством обреченных. Спустя пару месяцев все было кончено. Остальные либо сдались на милость, либо сбежали во владение мачехи герцога. Наступил мир. Герцогство Клантона наконец обрело единого полноправного правителя, который, следуя традициям и правилам, получил право взять имя предыдущего правителя. Человек в этом королевстве, если получал во владение какую-либо землю, получал второе имя, название этой земли. Оно же становилось главным, титульным. Таким образом, герцог получил имя Клантон. А среди народа, особенно в западных провинциях, где люди соседствовали с гоблинами, он получил нелицеприятное прозвище – герцог-гоблин. Это была плата за сговор с гоблинами. Герцог Клантон начал наводить порядок у себя во владениях, принимал знатных гостей с поздравлениями, приезжали представители и от других герцогств, и самого короля. Все эти новоявленные друзья клялись кто в верности, кто в вечной дружбе, стоило только разрешиться конфликту в пользу герцога. Все эти сомневающиеся и держащие нос по ветру сразу побежали ко дворцу герцога, подмазаться и получить какие-нибудь преференции и выгоды. Герцог, нацепив маску великодушия и смирения, с благодарностью их принимал. Он готовил фундамент для реализации последующих планов. На неделю герцогство погрузилось в череду праздничных мероприятий. Пиво и вино лились рекой на каждой улице городов Клантона. Деньги на все это любезно были предоставлены герцогу бывшими вассалами и соратниками его покойного брата для сглаживания, так скажем, недопониманий, случившихся в прошлом. Клантон дал банкет у себя во дворце, где собралось дворянство со всего его герцогства. Также на этот корпоратив приехала парочка герцогов со своей свитой. Пир, танцы, столы, ломящиеся от различной еды и выпивки, люди в красивых одеждах, фокусники, жонглеры, маги, развлекающие гостей своей магией, и ни малейшей возможности улизнуть от Дорот. Девчонка была в восторге от всего этого. Вцепившись в меня мертвой хваткой, таскала по всему дворцу и парку, от стола к столу, пока, наконец, в изнеможении не рухнула на скамейку. Живот у нее заметно округлился. К нам подошел герцог Клантон и начал представлять своим дворянам, вассалам, друзьям и всяким влиятельным людям, с кем он вел дела. Несмотря на то, что представленных людей было множество, и я уже потерялся в именах и титулах, перезнакомился со всеми. Да так, что имел смутное понятие, как добрался до своего замка, который стоял недалеко от столицы Хенненпорх. Мог, конечно, остаться и у герцога. Комнату мне бы нашли, но хотелось тишины и покоя. Кое-как водрузив налопавшуюся Дорот на коня, принял несколько попыток взобраться сам. Если бы кто-то из слуг не помог, пришлось бы идти пешком. В общем, дорогу помнил смутно. Хотел добраться до какого-нибудь темного переулка и переместиться в замок. Была уже глубокая ночь, но благополучно об этом забыл. Конь не торопясь шел, мы с магичкой, пуская пузыри, клевали носом. Через пару часов были у замка, лошадь сама привела нас к нему, так как ее всадники потерялись и в месте, и во времени, как только выехали из дворца. Зато отрезвление было быстрым. Как только въехали в замок, я заметил тянущийся кровавый след от ворот во внутренний двор замка, как будто кто-то тащил тело по земле. Спешившись, вытащил меч и шел по следу. Вышел на середину двора. Там лежало 5 тел, наваленных друг на друга.
Мимо прошагала лошадь, везущая своего мертвого всадника, патрулирующего вверенную ему территорию. После битвы с мятежниками у меня было пополнение среди мертвецов. 2 мага, 3 лучника, 6 конников и 4 пехотинца. Я остановил мертвого всадника. Что случилось? Нарушители проникли в замок. Были пойманы. Следуя вашему распоряжению, были уничтожены. Замечательно. Только этого не хватало. Кто это был? Воры или просто любопытствующие? Естественно, невесть откуда взявшийся замок возле города вызвал любопытство у населения. Возле него начали собираться люди, с интересом разглядывающие его. А теперь и внутрь попытались залезть. Поднялся в кабинет. Нашел спокойное место, которое знал, а именно болото. Переместил замок туда. Спустился во двор, снял спящую Дорет с коня и отнес ее в спальню. Проверил лежавших людей на наличие жизни. Но мертвецы с точностью исполнили приказ не оставлять в живых тех, кто попытается проникнуть в замок. Отдав распоряжение похоронить погибших за пределами замка и убрать кровь, отправился спать сам. Утром, проснувшись, вышел во двор. Ничего не указывало на произошедший инцидент. Мертвецы тщательно выполняли распоряжение. Пора было заняться делами. Разглядывая в шаре пятна, находившиеся на территории герцогства Клантона, выбрал одно пятно. Недалеко от пятна была небольшая деревушка. Решил отправиться туда. Так как в замке находилось 2 артефакта, спокойный, не доставляющий проблем череп гоблина, и другой, очень живой и суетной, в виде магички, пришлось ставить замок в 3 днях езды от деревушки, чтобы не было путаницы в отбрасываемых артефактами пятнах и нормальной работы зачарованного компаса, поисковика артефактов. Во время перестановки замка проснулась Дорет. «Ты куда?» – потягиваясь и позевывая, спросила она, стоя на террасе у лестницы, спускающейся во двор. «За божественным артефактом». «Можно с тобой?» «И как ты себе это представляешь? Стрелка к тебе прилипнет, и от компаса не будет никакого толка». «Ой, а ты и рад, лишь бы меня не брать». «В замке сиди. Может, в библиотеке что нужное найдешь. И за шаром поменьше сиди. Если будешь за мной шпионить, выпарю». «Как скажете, мой господин. Как прикажете, мой господин», взмахнула рукой и исчезла у себя в комнате. «Сейчас отоспится и за шар сядет меня искать. Надо было кабинет с шаром запереть и охранника поставить». С такими мыслями выехал из замка. На 3-й день, как выехал из замка, ожил зачарованный компас. Минуя деревню, остановился в поле, куда меня привел компас. Покрутившись вокруг места, на которое указывала стрелка, и ничего не найдя, предположил, что искомая вещь может находиться под землей. Начал копать яму мечом. Копал, пока не надоело. Меч явно был плохой альтернативой лопаты. Решил заиметь лопату в рядом стоящей деревушке. И так как уже вечерело, и за все время я не ел, принял решение остановиться на ночь там. Хотя, находясь в доспехе, я не испытывал ни чувства голода, ни жажды. Все же при случае старался питаться нормальной едой и спать в нормальной постели. Постоялых дворов и трактиров в деревне не было, и меня поселили к одной семье, у которой было свободное место. Во время ужина я делился городскими новостями с крестьянами, а те рассказывали про свой местный уклад жизни. Во время разговора они предостерегли меня прогуливаться возле местного кладбища, которое было недалеко от деревни. Глава семейства, у которого я остановился, рассказал, что неделю назад пропала одна женщина, его соседка, жившая через 2 дома. Долго искать не пришлось. Как выяснилось от ее мужа, она пошла на кладбище проведать своих покойных родителей и не вернулась. Ее муж сначала искал по соседям, и не найдя, встревоженный вместе с теми, у кого он искал свою жену, пошли на кладбище. Там ее и нашли. Точнее, то, что от нее осталось. А также растерзанный труп еще одного человека, который останавливался у них в деревне за день до происшествия. Помимо всего прочего, было раскопано пару могил. Кто это сделал, так и не выяснили. Закопали могилы и на следующий день похоронили погибших. А затем пропал и муж погибший. С горя подрался и, напившись, ну или наоборот, пошел на кладбище, как его не отговаривали те, с кем он заливал свое горе.
так что знали, где искать, и нашли в таком же состоянии, что и его погибшую супругу, а также вырытую могилу первого главы основателя деревни. И тут уже все поняли, что все эти происшествия – дело рук нежити или некромантов. Срочно послали за одним магом, живущим неподалеку, в соседнее село, но того не оказалось дома. Его позвали помочь в одном деле, но он уже возвращается, он уже в курсе происшедшего и поэтому сразу едет сюда. Завтра уже должен быть здесь. Крестьянин поинтересовался, не сильно ли я занят и не спешу ли куда-нибудь. Если нет, то не могу ли дождаться и подстраховать мага, мало ли что может случиться. Заверив хозяина, что никуда особо не спешу и, конечно же, помогу, чем смогу, все разбрелись по кроватям. На следующий день, прогуливаясь по деревне, в противоположной стороне от кладбища увидел всадника в балахоне. Потопал к дому старосты. Всадник уже зашел туда. Тем временем к дому главы деревни начал подтягиваться народ. Облокотившись о поленницу, приготовился ждать вместе со всеми. Спустя некоторое время вышел староста вместе с человеком в балахоне. К ним подбежал крестьянин, у которого я останавливался. Что-то начал им говорить, указывая на меня. Я направился к ним. Поздоровавшись, нас представили друг другу. Маг был уже в преклонном возрасте, с выбивавшимися из балахона седыми волосами и седой бородой. Сказав, что моя помощь может быть не лишней, маг потребовал живую утку или курицу. Взяв курицу под мышку, направился к кладбищу. Я с лошадью за ним. За нами почти все население деревни. Маг, подозвав одного из крестьян, попросил показать могилу первого главы деревни. Затем прогнал всех с кладбища за его территорию. «Что будем делать? Что мне делать?» – поинтересовался я. «Пока ничего», – ответил маг. «Вы уже поняли, с чем мы имеем дело?» – все не унимался я. «Да, разбуженная нежить». «Ее кто-то разбудил или что?» «Ее поднял человек, который пришел сюда неделю назад, и чьи останки нашли с останками жительницы деревни». «Он был некромантом?» «Он был идиотом», – ответил маг. «Этот маг-недоучка пришел в эту глухую деревню, чтобы попрактиковаться в некромантии. Прокрался ночью на кладбище и начал поднимать покойников. Причем одного ему показалось мало, и он начал поднимать одного за другим. И все у него шло хорошо, и он контролировал их, пока не поднял первого старосту деревни. Тот не поддался контролю или сразу вышел из него и разорвал этого неудачника. Затем, как мог, закопав мертвецов, что поднял маг, и которые опять стали обычными мертвецами после смерти мага, сам лег в могилу. Но он не мог уже успокоиться, в нем остались остатки сознания. Такое бывает, особенно если человек при жизни был лидером, волевым человеком. Поэтому с такими людьми и после смерти трудно совладать с их разумом. Их трудно контролировать. Вот в старости деревни при пробуждении и после того, как он расправился с чужаком, и зацепилось частично самосознание. В спящем режиме, так сказать. И пока что-то не потревожит его покой, или еще какой фактор не сыграет на его пробуждении, он будет лежать в могиле. А что? Почему погибли семейная пара? Это же первый глава деревни их разорвал. Я правильно понимаю? Да, это его рук дело. Вот и сыграл другой фактор. И что это? Кровь-катализатор, ответил маг, отрезая курице голову и окропляя обильно падающими каплями крови могилу первого старейшины деревни. Мертвые с ума сходят, когда чувствуют кровь, и становятся просто не в себе, если такое выражение к ним применимо. Как мне рассказывал нынешний глава, мужчина, которого разорвали, подрался и при этом поранился. А у его жены, скорее всего, месячные были. Вот это и послужило для пробуждения мертвеца. Пока престарелый маг все это говорил, почувствовалось какое-то шевеление под землей. Затем могила начала развертываться, и показались костные кисти рук. Мы с магом отошли от могилы на некоторое расстояние. А затем из могилы начал вылезать, и вскоре вылез сам скелет. Маг вытянул две руки вперед. Между его ладонями начала формироваться голубоватая сфера, и вскоре стала похожа на водяной шар.
Скелет в припрыжку помчался к нам. Маг как бы оттолкнул от себя этот шар, и тот с огромной скоростью полетел навстречу к скелету. Скелета, его кости, при попадании в него водного шара, разметало по всему кладбищу. «Ну вот и все на этом», – проговорил старик-маг, опуская руки. «Все, он больше не соберется, не встанет из могилы?» – поинтересовался я. «Нет, при разрушении более 60% оболочки сосуда нежить успокаивается навсегда. Так, надо сказать, чтобы собрали кости и похоронили их. А я что-то проголодался. Не составите мне компанию за обеденным столом? Будет жаркое из курицы по-эшерски, в моем исполнении. Пальчики оближешь», – улыбаясь, говорил маг, беря курицу, которой мы приманили скелета, и бодрой походкой зашагал к деревне. Отобедав курочкой по-эшерски, отправился опять в поле, к тому месту, где начал копать яму, с лопатой, которую подарили благодарные жители деревушки. Раскопки вел до самого вечера, и, не найдя ничего, вернулся с приобретенной лопатой в замок.